Елена пишет из Петербурга. У меня было насилие в семье. Потом притянула такого же мужчину. 2 недели не бьет, жду. Думаю, ну скорее бы уже побил. И можно будет свободно вздохнуть какое-то время. Знаете, легкие формы у современных людей с кожным вектором, легкие мазохистские формы, они уже стандартные. Так же, как и легкие стремление в анальном векторе к грубости, к садизму. Проблема в другом. Все идет на увеличение, на развитие. И из легких мы, не успев оглянуться, переходим в более тяжелые формы, когда побои становятся опасными для жизни женщин. Женщины же просто забивают насмерть. И даже не напрямую, что вот побили, и она погибла. Побили, забрали здоровье, потому что анальный мужчина наносит специфические удары, которые губительны для жизни. Начинает болеть непонятными заболеваниями, непонятно от чего возникшими, и она гибнет постепенно, чахнет. Поэтому от этого надо избавляться. Это очень часто наблюдаемый жизненный сценарий у женщин. Когда кожную девочку бьют в детстве, наказывают физически или унижают, оскорбляют ее, у нее возникает такой комплекс, то есть переученная в наслаждении, она потом проецирует на мужа, она потом ищет мужа-садиста, бессознательно. Он ее бьет, какой ужас, но она не может от него уйти, потому что после побоев она чувствует разрядку, она это не осознает, то есть провоцирует. Так вот, когда нас бьют, мы испытываем сильное страдание, очень сильное, намного в большей степени, чем любой другой человек с другими векторами, в силу наших особенностей, чувствительности, болевого порога. И только у кожных людей идет адаптация этой боли и страдания таким образом, что головной мозг выделяет естественные опиаты, эндорфины, которые погашают эту боль. Когда мы выходим на такой путь, то каждый следующий раз, что нас побьют, у нас уже привычное возникает выделение естественных опиатов, погашающих боль. Мы привыкаем к этому. Мы становимся зависимыми от наших эндорфинов. И тогда мы будем искать не саму боль, а это как триггер, который возбуждает наш принцип наслаждения. То есть запускаем его таким образом. Я это не осознаю, поэтому у меня возникает девиантное поведение, когда я ребенок, привыкший к такому способу получения удовольствия. Я бессознательно буду провоцировать родителей на наказание. Для чего? Потому что именно наказание болью возбудит во мне приятные ощущения, то есть чувство внутреннего равновесия, облегчения, сбалансированной биохимии головного мозга. Верно. Возникают мазохистские тенденции, которые очень быстро превращаются в мазохизм, как он есть. Понятно, что домашнее насилие в семье – это прежде всего муж-садист, анальный, страдающий садистскими особенностями. Потом узнаете на следующих занятиях, что такое садист, как это. Но это всегда улица с двухсторонним движением, то есть и от женщин очень часто с мазохистским комплексом возникает вот такой запрос. От этого можно избавиться исключительно на нашем тренинге, потому что только на нашем тренинге это диагностируется. Это первая половина дела. А вторая – избавление от этого кошмара нашей жизни, которым мы не понимаем, откуда он берется.